Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить легкий и воздушный лимонный торт. Внутри у него воздушные бисквитные коржи, яркая лимонная начинка, нежный сладкий крем на белом шоколаде, а покрыт этот торт воздушной меренгой. Это потрясающий торт, не похожий на все остальные. Как всегда, отличный состав и прекрасное соотношение КБ-ЖУ. Я также готовлю для вас видео с рецептом вкуснейшего карамельного ПП-торта. Внутри у него сладкие карамельные коржи, вкуснейшая карамель, миндаль в шоколаде, ванильный и карамельный крем. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Первым делом приготовим коржи. Нам понадобится 5 яиц. Я не разделяю на белки и желтки, но если вы не уверены в своем миксере, то можете разделить и отдельно взбить белки. По моему опыту и яйца целиком взбивает любой миксер. Просто для некоторых потребуется больше времени и терпения. Добавляем 10 грамм подсластителя. Если у вас подсластитель на стевии, то имеет смысл его добавить к муке. И начинаем взбивать. Сначала на средней скорости до образования уверенной пены. А потом включаем на максимальную скорость и взбиваем около 10-12 минут. Время взбивания, конечно, очень зависит от вашего миксера, а также от вашего терпения. Правильно взбитые яйца – это залог хорошего бисквита. Должна получиться вот такая очень пышная и гладкая масса. Небольшими порциями просеиваем к ней муку. И каждый раз аккуратно промешиваем лопаткой. Понадобится 70 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Кстати, можно часть муки заменить кукурузным крахмалом. Бисквит получится еще нежнее. Размешиваем хорошо, чтобы не осталось непромешанных комочков муки. Яйца в процессе перемешивания немного осядут, процентов на 20 своего объема. Но все равно масса остается очень пышной, если яйца были взбиты правильно. Когда мука полностью промешана, добавляем 10 грамм жидкого растительного масла и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. И аккуратно размешиваем лопаткой. Здесь масло, скорее всего, упало на дно чаши, поэтому постарайтесь, вымешивая, доставать лопаткой до самого дна. Выпекаем в кольце диаметром 16 см. Кольцо у меня просто стоит на антипригарном коврике, такое тесто никуда не вытекает. Маслом кольцо не смазываем. Отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов Цельсия, примерно на 40 минут. Обычно на последние 10 минут выпечки таких бисквитов я снижаю температуру до 140 градусов Цельсия, чтобы низ и верх коржа не поджарились чересчур. Готовность коржа обязательно проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухая. Ножом прорезаем бисквит по бортику и вынимаем из формы. Бывает, вот так проседает серединка, но в данном бисквите это вариант нормы. Связано это с тем, что в ПП-бисквитах достаточно мало муки. Главное, чтобы внутри он хорошо пропекся, а неровную верхушку мы срежем. Упаковываем бисквит в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5-8 часов. Когда бисквит настоится, распаковываем его. Срезаем верхушку, она нам не понадобится. И этот корж надо разделить на 3 равные по высоте части. Разрезаем не спеша с помощью длинного ножа. Это очень нежные, мягкие, воздушные коржи. Вот такие 3 коржика получаются. Для начинки нам понадобится 1,5 средних лимона общим весом примерно 250 грамм. Нарезаем их на небольшие кусочки и очень внимательно извлекаем все косточки. Величина кусочков зависит от того, с какими справится ваш блендер. Можно вместо блендера натереть лимон на терке вместе с кожурой и мякотью. В этой начинке у нас лимоны измельчаются полностью и получается очень вкусно. Насыщенный лимонный вкус и аромат. Если хотите вкус чуть помягче и понежнее, то приготовьте лимонный курт из торта Абу-Даби, рецепт которого уже есть на моем канале. Он тоже очень вкусный и прекрасно подойдет в этот торт, но он более мягкий. Отправляем лимон в блендер.
и измельчаем в пюре. В принципе, можно добавить сюда подсластитель, и уже получится вкусная лимонная начинка. Но мы пойдем чуть дальше. Добавим к лимонам 10 грамм подсластителя, 1 грамм агар-агара и пол чайной ложки куркумы для цвета. Тщательно размешиваем. Нужно довести эту массу примерно до 100 градусов Цельсия, чтобы агар-агар заработал. Для этого доведите ее до кипения и поварите еще примерно 2-3 минутки на среднем огне. Получается густая масса. После остывания она еще немного загустеет. Перекладываем ее в удобную емкость и накрываем пищевой пленкой. Оставляем остывать. А пока приготовим заварной крем на белом шоколаде. Для этого нам понадобится 220 грамм молока и 2 желтка. Небольшую часть молока переливаем к желткам, а остальное отправляем на плиту и доводим до кипения. К желткам добавляем 11 грамм кукурузного крахмала и 25 грамм сухого обезжиренного молока. Тщательно размешиваем венчиком до полного исчезновения комочков. Получилась полностью однородная масса. Переливаем ее в горячее молоко, постоянно помешивая. Отправляем на плиту и увариваем крем до густоты. Получается консистенция сметаны. В горячий крем добавляем 25 грамм какао-масла, немного вмешиваем его и оставляем растапливаться на несколько минут. Добавляем 15 грамм подсластителя и тщательно размешиваем. Как вы, наверное, догадались, белого шоколада в креме не будет, но в нем есть все составляющие белого шоколада. А это какао-масло, сухое молоко и подсластитель. Таким образом мы получаем более натуральный и правильный вариант крема на белом шоколаде. У него потрясающий вкус, но при этом прекрасный состав, который вы точно знаете. Если у вас получились комочки в креме, то можно перетереть его через сито, он станет более однородным. За это время крем у меня остыл уже почти до комнатной температуры. Можно добавлять 200 грамм мягкого творога или рикотты. Если добавляете рикотту, вкус у крема получится более мягкий, но рикотту обязательно нужно заранее пробить блендером. С мягким творогом крем более близок к крем-чизу на белом шоколаде. Оба варианта очень вкусные. В теплом состоянии крем получается жидковат. Он немного застынет в холодильнике, а кроме того очень вкусно пропитает наши коржи. Перекладываем крем в кондитерский мешок и можно собирать торт. Единственное, если вы собираете торт без кольца, то обязательно поместите крем в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Но я все же рекомендую собирать этот торт в кольце. Для сборки нам понадобится лимонная начинка, 3 коржа, крем на белом шоколаде, 75 грамм пропитки для коржей, у меня это молоко с подсластителем, кольцо диаметром 16 см, которое стоит на подложке. Внутри кольца проложена ацетатная лента. На дно выкладываем капельку крема, чтобы зафиксировать торт. И кладем первый корж. Пропитываем его. На один корж 25 грамм пропитки. Здесь, в принципе, можно использовать и лимонный сок в качестве пропитки, но на мой вкус лимона в торте достаточно. Поэтому я предлагаю все же молоко или сироп. Выкладываем половину начинки, у меня это 90 грамм, и тщательно распределяем. Агар-агар помог связать лишнюю влагу в начинке, но не сделал ее единым желе, так как, во-первых, агар-агара там мало, а во-вторых, натертый лимон имеет очень неоднородную структуру. В нем есть мелкие кусочки цедры и шкурок, которые не связаны агар-агаром. За счет этого начинка остается подвижной, и ее можно намазывать на корж. Выкладываем половину крема, это примерно 240 грамм на корж. Крем, пока он не застыл, выглядит опасно жидким, но не волнуйтесь, консистенция тщательно рассчитана. Часть влаги крема даст коржам, а также он застынет за счет какао-масла. Но если вы волнуетесь или вы новичок, то для более густой консистенции на этапе приготовления крема можете положить на 10-15% меньше молока или на столько же больше крахмала. Разравниваем. Второй корж
прижимаем, пропитываем и повторяем все те же действия еще раз. Выкладываем третий корж. Прижимаем, пропитываем, укрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 8 часов. А пока приготовим декор. Нам понадобится один небольшой лимон и 40 грамм воды. К воде добавляем 1 грамм агар-агара и 3 грамма подсластителя. А лимон нарезаем кругами. Дальше эти круги можно оставить так, можно нарезать на половинки, а можно на четвертинки, как делаю я. В процессе достаем все косточки. Перекладываем дольки на широкое блюдо. И теперь пора активировать агар-агар. Для этого отправляем его на плиту и кипятим 1 минуту. Все, наш гель для покрытия фруктов готов. С помощью кисти покрываем каждую дольку, чтобы на ней образовался заметный слой геля. Он застынет при комнатной температуре. Переворачиваем лимончики. Если гель в сотейнике тоже успел застыть, то прогреваем его снова на плите и покрываем лимончики с другой стороны. Вот такие глянцевые получаются кусочки. Они не будут подсыхать, пускать сок, портиться и сохранят свой вид на торте надолго. Теперь приготовим белковый крем на покрытие. Это будет итальянская меренга на эритрите. Нам понадобится 2 белка от яиц отборной категории, это 78 грамм. В белки не должно попасть ни грамма желтка. Чаша и венчик должны быть сухие и обезжиренные. Добавляем к белкам пол чайной ложки лимонной кислоты. На самом деле можно добавить и меньше, от 1/4 чайной ложки. Но вот эта кислинка здесь очень кстати, потому что иначе крем получается слишком сладкий. Нам понадобится 80 грамм эритрита. Это количество не стоит изменять. При меньшем количестве меренга не взобьется, а при большем количестве эритрит кристаллизуется, начнет скрипеть на зубах и сделает меренгу очень сухой. Добавляем к эритриту 20 грамм изомальта. Это безопасный подсластитель, но он содержит 236 калорий на 100 грамм, и в нем есть углеводы. Так что 20 грамм – это оптимальное количество, которое поможет предотвратить кристаллизацию эритрита. Сюда же добавляем 35 грамм воды. Теперь нам нужно уварить эту массу на среднем огне до полного растворения гранул изомальта и до достижения температуры 112 градусов Цельсия. Весь этот процесс занимает немного времени, поэтому можно начинать взбивать белки. Начинаем взбивать на небольшой скорости и постепенно ее увеличиваем. В некоторых комбайнах при взбивании маленького количества белка на начальном этапе нужно наклонить чашу, чтобы венчик хорошо захватывал белки. И я увеличиваю скорость. Белок взбиваем до устойчивых пиков. Как раз к этому моменту должен быть готов сироп. Его температура достигла на плите 112 градусов, пока я донесла до белков 110 градусов. Сразу горячим вливаем сироп в белки, тонкой струйкой, стараясь не попадать на венчик. И продолжаем взбивать белки около 8-10 минут. К этому времени примерно меренга остынет. Главный показатель готовности – это внешний вид. Она должна стать полностью гладкой и глянцевой. Важно, чтобы на ней не оставалось заметных глазу пузырьков. Использовать эту меренгу нужно сразу. Я перекладываю большую часть в кондитерский мешок. Небольшое количество меренги я оставила в чаше для первоначального покрытия. Достаем торт, снимаем с него кольцо, ацетатную ленту. Вот такой он ровный и аккуратный. Наношу сначала тонкий черновой слой, с таким кремом это нужно сделать. И я нанесла крем из кондитерского мешка, немного выровняла его. Теперь с помощью лопатки или ложки придаю ему рельеф. Сверху и сбоку. Выкладываю простой декор. И вкуснейший лимонный тортик готов.
Он очень легкий, очень воздушный и очень лимонный. Давайте его разрежем. Аккуратный, яркий и аппетитный разрез. В нем все на своем месте, и все ингредиенты и слои прекрасно дополняют друг друга. Воздушные ванильные коржи, насыщенная лимонная начинка с горчинкой цедры, вкуснейший сладкий крем на белом шоколаде и тающая во рту воздушная меренга. В нем удивительно гармонично сочетается сладкое и кислое, воздушное и текстурное. Даже те, кто не слишком любят лимонную кислинку, оценили этот торт по достоинству. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!